Дорогие друзья, я рада вас всех приветствовать. Давайте сделаем с вами общий расклад на тему «Вы, он и соперница». Для тех, кто знает, что точно у вас треугольник, а возможно даже и четырехугольник. У нас будет 3 позиции. Первая, вторая и третья. Тайм-код будет указан в описании под видео. Кому нужно, ставьте, пожалуйста, на паузу, выбирайте свой вариант, а может быть даже 3 варианта. У всех разные возможности, у всех разные ситуации. И давайте, начиная с первой позиции, мы с вами посмотрим, что же происходит в вашем треугольнике. Мы рассмотрим отношение загаданного вами человека к вам и к той барышне, которая вашей соперницей является. Итак, в первую очередь давайте посмотрим его настрой в отношении вас и в отношении нее в целом. Как же он в целом относится к вам и к ней? К вам. Как он относится к вам? Вы знаете, вот как-то очень все сложно, очень все непросто. И он понимает, что отношения с вами, они рано или поздно подойдут к финалу, но вы для него как солнышко. Он от вас заряжается теплом, он очень искренне к вам относится, он очень тепло к вам относится, любит всем сердцем. Но, тем не менее, это, знаете, вот как обнимать ежика. Больно, прям колется, сложно. А как относится к ней? Как он относится к вашей сопернице? По отношению к ней он менее искренен, чем к вам. Он ее обманывает. И, возможно, с ней они сейчас даже находятся в разрыве, в паузе. Прошу прощения, падают карты. Прям спешат нам что-то рассказать. Проблема в том, что, вот вы знаете, здесь, если ваш загаданный человек, он женат на этой вашей сопернице, то, скорее всего, он и останется с ней в браке. Потому что карта Дом – это символ того, что семьи останутся нерушимые. Если же ваш мужчина, вот на которого вы смотрите, женат на вас, то для него, да, для него семья в приоритете. Он, даже будучи с ней, постоянно думает о том, что у него находится дома. Но здесь, знаете, у большинства отыграется так, что он женат на вашей сопернице. Да, на сегодняшний день между ними разрыв, между ними какая-то ситуация, когда они не вместе. Но вот вся вот эта вот сложность заключается в том, что даже после разрыва они осознают, что насколько их связывают вот эти вот узы, которыми они скреплены. Да, и в отношении нее здесь в большей степени будет отыгрываться некая стабильность. Что ж, давайте посмотрим, что же здесь дальше, что же здесь более детально. Давайте посмотрим, какие у него чувства по отношению к вам и к сопернице. Что он чувствует к вам? Что он чувствует к вам? Влюблен, чувства есть. И эти чувства, они стабильны. Отпускать, терять он вас ни в коем случае не хочет. Редко показывает все те эмоции, которые живут внутри него, но в отношении вас огромным плюсом является то, что даже если ваша соперница является его супругой, он прекрасно понимает, что вы лучше во всех отношениях. Вы красивее, вы умнее, вы интереснее, вы больше его любите, да, то есть вы выражаете по отношению к нему те эмоции, которых ему недостает, которых ему не хватает. На самом деле здесь человек, он очень прагматичный, он не поддается каким-то таким бабочкам в животе, но вам удалось дотронуться до тех струн его души, до тех уголочков его души, которые сделали из него просто романтика. Ему с вами настолько кайфово, ему с вами настолько гармонично, просто тот момент, что у вас треугольник, создает
такое также чувство в его сердце, в его душе, в его голове, что ему сложно, ему тяжело все это совмещать. Здесь борется разум и чувства, он вас уважает. Здесь вот действительно огромная степень уважения по отношению к вам. И он понимает, что вы в его жизни появились, ну, просто не случайно. Вы идете ему как урок, как, знаете, вот как тот человек, который научит его какому-то смыслу, научит его чему-то глубокому. Поэтому он, безусловно, вас ценит и видит прекрасно все ваши достоинства. Ему с вами очень хорошо. А что чувствует к вашей сопернице? Какие у него чувства к вашей сопернице? Знаете, а к ней тоже неравнодушен. Он действительно ее любит. Здесь есть эмоции, но здесь эмоции через боль. Здесь эмоции через такие страдания, и ему очень тяжело. Ему на самом деле, вот вы для него дороги, и соперница ваша для него дорога. И он, знаете, разрывается, как между двух огней. Вот эта ситуация, она для него очень сложна. Он постоянно вас сравнивает, он постоянно между вами мечется, он постоянно находится в неопределенности и в попытках узнать, кого же я люблю на самом деле, понять, кто же мне на самом деле дорог. Здесь все-таки у большинства отыграется то, что с вашей соперницей у человека семья. И здесь связывает быт, связывают дети, связывают какие-то искренние эмоции. Да, ему приходится ее обманывать. И вот эта ложь в отношении вашей соперницы, она ему причиняет огромную боль, она ему причиняет огромные страдания. Он ее знает от и до. Здесь их отношения проверены временем. И он прекрасно понимает, что она всегда его поддержит, она всегда его примет. Их союз, он построен на вот таком сотрудничестве, когда люди слышат друг друга, когда есть вот эта вот поддержка, когда есть взаимопомощь, и это для него важно. Ну и, конечно же, очень важным является финансовый аспект. Здесь финансовая стабильность и все, что связано с такими, знаете, вот опять же, со стабильными аспектами, очень актуально для человека, потому что, еще раз повторюсь, он прагматик, он больше, знаете, не романтик, он умеет мыслить здраво, он умеет рассуждать. Ну вот видите, вы просто ворвались в его жизнь и буквально перевернули все вот эти его представления о стабильности, о серьезности, о надежности и так далее. Какие у него намерения к вам и к ней? Давайте посмотрим, что в намерениях по отношению к вам намерения. Так, смотрите, императрица. Здесь, как я уже говорила, дом и семья для него приоритетны. Поэтому будет мужчина с той женщиной, которая является ему супругой. Но, вот вы знаете, прекращать общение с вами он не планирует. Он планирует продолжать его ровно столько, сколько будет возможным. Да, когда-то он понимает, что когда-то будет такая ситуация, когда просто нет возможности продолжать, нет возможности двигаться дальше. Но он верит в то, что вслед за вот этими паузами в ваших отношениях, вслед за сложными моментами в ваших отношениях будут снова и снова наступать какие-то вот новые странички, которые позволят вам писать вот это продолжение. Хотя он понимает, что здесь, вот знаете, вот такого глобального продолжения, глобальной такой истории невозможно. И порой он уходит в позицию ребенка, когда, вот знаете, снимаю с себя ответственность, вот именно по отношению к вам. Но он, знаете, он видит, он чувствует, что вы его любите, он понимает, что у вас есть чувства, и он хочет, конечно же, получить вот порцию этих чувств прям вот по максимуму. Очень хочет разобраться в себе, очень хочет понять, как же на самом деле действовать, и понимает, что без серьезного разговора здесь не обойтись. Но даже после каждого разговора, такого серьезного, где-то жесткого, он планирует с вами мириться, он не хочет оставаться с вами врагами. Да, есть понимание того, что это может быть не навсегда между вами, но ему бы хотелось, конечно же, продлить
ваше общение на как можно более долгий срок, на более такой вот продолжительный период. Опять карты летят. Он понимает, что придется отказываться от тех аспектов, которые будут мешать его истинным целям. Но очень хочется, вот знаете, объять необъятное, догнать и поймать, и присвоить себе все вот эти моменты, которые дарят ему кайф, дарят ему удовольствие. Что в отношении соперницы вашей, какие намерения в отношении нее? Какие намерения в отношении вашей соперницы? Планируют продолжать ей врать, ее обманывать, запутывать, дарить подарки какие-то, замазывать глаза какими-то, знаете, такими поступками, чтобы отвести от себя подозрения. Правды он ей не скажет, совершенно не скажет. Будет стараться выражать свои романтические чувства и, знаете, вот порой под дурачка косить, да, то есть чтобы она не поняла, в чем же дело, чтобы отвести от себя подозрения, потому что, судя по всему, дама догадывается, что что-то здесь не так, что-то здесь нечисто, но он не планирует каких-то таких, знаете, вот разговоров с ней, серьезных. Он планирует как-то, вот знаете, ходить вокруг да около. Ему страшно. А почему не планирует? Ну, страшно, скорее всего. Он понимает, что от него многое зависит. Да, император. Он муж, он отец. Вот здесь у большинства первый вариант, он женат на вашей сопернице. Если нет, то, скорее всего, не ваш вариант. Либо он в гражданском браке, либо в официальном. Он отец. И ему не хочется терять вот этот статус мужа, отца. И для него это действительно важно. Он понимает, что если вдруг будет такой вот серьезный разговор, то здесь он может все потерять. Все может рухнуть в одночасье. А какие перспективы у него с вами и с ней? Какие перспективы? Вы знаете, ваши взаимоотношения, они будут носить цикличный формат. И несмотря на то, что он понимает, что чего-то такого глобального он предложить вам не может, рано или поздно ваши отношения завершатся. Вот здесь пока я не вижу конца и края. Может наблюдаться цикличность. Да? То вы ближе, то вы дальше, то вы в паузе, то вы вышли из паузы. Но у вас есть общие цели, у вас есть общие какие-то надежды. С кем-то даже вы вместе работаете. Да? У кого-то здесь служебный роман, и вот эта работа вас будет объединять. Несмотря на то, что у человека другая семья, другие стабильные отношения, между вами тоже есть некий такой фундамент, основываясь на который можно дальше идти. И повторюсь, здесь, знаете, вот может наблюдаться цикличность, но это не расставание. Расставание между вами я не вижу. Здесь ваши отношения, они будут долгими, да, цикличными, да, они могут быть на расстоянии, да, они могут быть непонятными, но здесь на самом деле друг к другу чувства, и вот в том формате, в котором вы есть сейчас, вы будете продолжать ваше общение до тех пор, пока вас объединяют какие-то общие цели, но вы в статусе тайной жрицы, да, тайной женщины, верховной жрицы, до тех пор, пока вас это будет устраивать, вот этот статус, вы будете с ним продолжать общение, отношения. А что в перспективах с вашей соперницей? Что в перспективах с вашей соперницей? Что здесь будет? Он очень напряжен, наблюдает, выстраивает границы. Здесь вы, понимаете, здесь вот в отношении нее важна ему стабильность, важен дом. Но вот именно как женщина, интересуете его вы. С ней, да, десятка пентаклей — это семья, и все строится на быте, на стабильности. Причем, вы знаете, здесь велика вероятность того, что вот это охлаждение в их отношениях, отсутствие взаимопонимания, выстроенные вот эти вот границы, стены друг между другом приведут к тому, что у его
второй дамы, да, у вашей соперницы появится ухажер, который будет, в свою очередь, привносить в ее жизнь какие-то краски. И вот здесь уже можно будет смотреть более подробно, а что же там вот этот товарищ может ей предложить, потому что между ними, прям, знаете, вот, да, есть семья, есть быт, есть стабильность, но нет вот этого наполнения. А у вас он все это тепло получает. Да, он понимает, что он не готов рушить семью, но вот это тепло, эти эмоции он получает от вас. И он не хочет этого терять, он хочет взять все, что можно из ваших отношений по максимуму. Вот такой получился у нас первый вариант, очень содержательный. Благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. Давайте перейдем с вами ко второму варианту. Сейчас мы посмотрим, что у нас у двоечек. Что у нас у двоечек в отношениях с загадным человеком. Так, товарищи, давайте я штору закрою, а то у меня там так отсвечивает. Вот, так лучше. Так, второй вариант, двоечки. Вы, он и соперница. Давайте посмотрим общее отношение загаданного человека к вам и к вашей сопернице. Так, что к вам? Что к вам? Ну, опять же, карта кольцо – это семейная карта. Вы, судя по всему, супруга. Второй вариант больше на таких серьезных отношениях основывается. Да, но есть влияние другой женской фигуры, которая очень велико. Что у него к сопернице? Вообще его отношения. Здесь, вот вы знаете, противоположный первому. Вот с вами, скорее всего, человек в серьезных отношениях в браке, а соперница абсолютно не исключает того, что у нее может быть другой мужчина, и это является препятствием, камнем преткновения. Но это также может быть бывшая его женщина, за которую он должен нести ответственность, которой он что-то пообещал, с которой какие-то моменты их связывают, где он несет ответственность. И поэтому здесь влияние вот этой вот вашей соперницы на ваши отношения, оно очень велико. Давайте теперь посмотрим его чувства к вам и к ней. Чувства его к вам. Вот смотрите, какая-то непростая ситуация, и у вас метла, и у них коса. Такое чувство, что он сейчас где-то на перепутье. С вами серьезные отношения, но, скорее всего, ссора, много недопониманий. С ней тоже как будто бы на расстоянии. С ней вообще разрыв, либо же она женщина из прошлого. Просто, знаете, вот отголоски наблюдаются. Тем более, если это бывшая, то это, как, знаете, вот, ну, может быть, общие дети, общие какие-то знакомые дела, проекты, моменты, за которые он должен нести ответственность. Поэтому здесь все как-то не очень просто. Итак, чувство к вам. Его чувство к вам. Вас он знает. Чувства к вам, они проверены временем. Эта дама ему не безразлична. Он прям, знаете, он прям как залип на ней. Он прям завис на ней и не может отпустить. Но, тем не менее, по отношению к вам он тоже сейчас, вот знаете, несколько напряжен. Напряжен почему? Потому что, с одной стороны, он вас знает и знает очень хорошо, и он привык вам доверять. Но на текущий момент он чувствует изменения в вашем поведении. На текущий момент он понимает, что как-то все непросто. И вот этой своей сложностью, вот этой своей загадочностью вы его зацепили. Он просто не может перестать думать о том, что же у вас в голове. Он понимает, что он из-за вас несет ответственность. Но здесь, знаете, вот чувство такого некого упрямства, да,
Возможно, между вами была конфликтная ситуация, какая-то ссора, либо серьезный разговор, и он обижается, он понимает, что вот должно быть по-моему, но вы нажали на такие точки, и тем самым заставили его понять, что не такой уж он и сильный, не такой уж он и медведь, а всего лишь он под властью вашей мудрости, вашей где-то хитрости находится, и ничего с этим поделать не может. А что у него к этой даме? Соперницы к вашей сопернице. Вы в чувствах, любит по-настоящему вас. Да, влияние ее есть, и она ему голову как-то, вот знаете, заморочила, но по-настоящему любит вас и знает, что вы его любите. Причем, вы знаете, он прекрасно понимает, что свои чувства к вашей сопернице он просто должен, он просто обязан усмирить. Здесь есть страсть, сильная страсть. Он вспоминает моменты их близости, он вспоминает моменты их общения. И вот эти моменты, они его заводят. Это, понимаете, как рефлекс у собаки Павлова. У кого-то там такие, собачка вспоминает, да, про вкусную еду, идет слюноотделение, у него тоже там какие-то вот химические процессы в голове, и не только в голове происходят, когда вот все эти импульсы напоминают о себе, но тем не менее он понимает, что нужно держать свои эмоции под контролем, нужно держать свои эмоции по отношению к этой барышне, к вашей сопернице просто в руках. Что у него в намерениях по отношению к вам? Какие же у него намерения? Он даже не знает, что делать. Он понимает, что он должен быть жестким. Он понимает, что нельзя, он не хочет идти у вас на поводу. И он планирует, знаете, вот уйти в туман, уйти в закат. 8 кубков. Я уеду, я уйду в другую квартиру, я уйду в гостиницу, куда-либо, да, то есть он таким образом показывает свою правоту, отстаивает свою значимость. Он знает, что он потом вернется. 8 кубков — это всегда уход с последующим возвращением. Человек уходит, не сжигая мосты. Да, вы поссорились, да, он будет держаться жестко, он будет манипулировать, но он рассчитывает на примирение. Он будет все это время за вами наблюдать. Он будет выполнять свои отцовские обязанности, он будет выполнять обязанности мужа, он будет держать ситуацию под контролем, но ему важно, чтобы вы ему помахали белым флагом, белым платочком: давай, я готова на примирение, уже иди, мирись, меня завоевывай. Он планирует все это время держать руку на пульсе и следить за тем, что вы ему скажете, как вы его позовете, как вы будете дальше себя вести. А что планирует в отношении нее, какие намерения? В отношении вашей соперницы. Скорее всего, они связаны работой либо какими-то общими делами. И он понимает, что здесь вот эти вот рабочие цели, какие-то вот эти вот дела нужно доделать. И вы знаете, он может использовать вполне вот этот вот период вашей паузы как такую вот причину, да, как повод для того, чтобы взаимодействовать спокойно вот с этой вот женщиной. Скорее всего, там вот какими-то, повторюсь, либо работой, либо делами они связаны. А что в перспективах у вас с ним и у него с ней? Что в перспективах? Вы знаете, еще очень такой важный момент. Если у вот этой вот вашей соперницы сейчас есть другие отношения, то он очень уповает на то, что вот этот вот мужчина, да, вот который с ней рядом находится, он его просто элементарно спасет, да, то есть он возлагает надежды на то, что он избавит вашего вот избранника, на которого вы смотрите, от неких хлопот, которые пришлось бы ему самому разгребать вот в этих вот треугольных отношениях. Итак, а что в перспективе с вами? 6 кубков — это примирение после ссоры и возвращение к прежнему формату. Но здесь папа, муж вернулся, да, король пентаклей, я на своем месте. Он вернется, он приедет, он придет.
Важно наблюдать, чтобы какие-то другие сложности в отношениях не стали еще одним камнем преткновения между вами. Потому что вот ближайшая ссора, она увенчается очень успешно. Человек, даже если уедет, он потом вернется, придет с цветами, с подарками, будет, да, показывать свою значимость, свое упрямство, будет стараться держать ситуацию под контролем, под своим контролем, сам будет стараться руководить, но тем не менее папа останется в семье, муж останется на месте. А что с ней в перспективе? Что же с ней в перспективе? А вот сыны не там. Такое чувство, что не могут они до конца друг друга отпустить, но также не могут двигаться куда-то дальше. И здесь, знаете, вот говорят, если больно отрывать, подожди, пока засохнет и отвалится само. Вот здесь они держат, друг друга никуда не отпускают, понимают, что двигаться дальше не могут. Вот это состояние статики приводит к состоянию, к чувству, точнее, огорчения, разочарования. И в итоге все рушится. Причем, вы знаете, вот разрушение может стать буквально от дуновения ветра, да, может случиться от дуновения ветра, от того, что вот просто терпение лопнуло. Поэтому отношения с вашей соперницей, они все-таки подойдут к финалу, потому что они не имеют ресурсов для того, чтобы полноценно, полноправно развиваться. А с вами ваш мужчина так и останется. Причем, вы знаете, повторюсь, здесь важно не провоцировать, не испытывать судьбу, не провоцировать на какие-то очередные ссоры. Если сумеете сохранить этот мир, то все вполне будет хорошо, все вполне будет замечательно. Вот такая вторая позиция. Вот такие вот двоечки у нас сегодня. Я благодарю всех за просмотр. Буду рада и благодарна всем за обратную связь. И сейчас мы посмотрим, что у нас у троечек. Третья позиция. Вы, он и соперница. Вы, он и соперница. Итак, традиционно начнем с сигнификаторов наших. Его общее отношение к вам и его общее отношение к вашей сопернице. Итак, его общее отношение к вам. Его счастье. Но между вами препятствия, преграды, расстояние. Непросто все сложно. С одной стороны, он готов брать ответственность за ваши отношения. Возможно, здесь, знаете, здесь может отыгрываться такое, что у вас есть еще другой мужчина. То есть вот эти вот преграды, эта гора, это символ того, что могут у вас быть другие отношения. И то, что происходит между вами, оно как будто бы идет к логическому завершению. Он считает, что не может быть продолжения между вами. А что к его сопернице у него? Что у него к ней? С ней проблемы, которые можно решить, но тоже все непросто, прям испытания какие-то. Такое ощущение, что в итоге понимает, что не с вами и не с ней. Давайте смотреть подробно. Сейчас разберемся, что же происходит. В общем, и там непросто, и там непросто. И здесь сложно, и там сложно. Итак, что в чувствах у него к вам? Что у него в чувствах по отношению к вам? Обижается, очень сильно обижается прям. Несмотря на то, что тепло относится, да, есть чувство, но обижается. Очень его к вам тянет. Заблудился между вами, между ней. Рыцарь кубков, двойка жезлов. Это, знаете, и ты мне нравишься, и она мне нравится. Я прям вот запутался, растерялся в том, кто же лучше. На тебя я обижаюсь. С тобой прям проблемы. И с ней-то тоже проблемы. Давайте посмотрим, что к ней.
Везде проблема, какой-то товарищ сложный, я бы сказала. Что к ней? Чувство. Солнышко. Звезда. С ней, скорее всего, они на расстоянии. С ней, скорее всего, просто вот элементарно формат некой переписки поддерживается. И вы знаете, по крайней мере, он понимает, что с ней вот из-за этого расстояния рано или поздно все сойдет на нет. И да, отношения там тайные, он не рассматривает их как что-то такое, вот знаете, вот серьезное, что-то такое, что может обрести какие-то вот стабильные, четкие рамки. Хотя здесь чувствуют 3 старших аркана, это символ того, что человек его наполняет, человек его вдохновляет, заряжает, он видит все ее достоинства. Вот она для него, знаете, вот как муза, она действительно для него как что-то такое, кто-то такой, кто его очень, вот знаете, наполняет и вдохновляет. Ему без нее очень одиноко. Он когда не имеет возможности с ней общаться, ему очень сложно без нее, понимаете? А почему же у него такие теплые-то эмоции к ней? Что же она такого ему дала, показала, подарила? 4 жезлов. Возможно, у кого-то была семья, у кого-то действительно была семья, либо здесь, знаете, стабильные какие-то отношения на почве совместных целей. Люди вместе работали, вместе тренировались, вместе картины рисовали, что-то делали вместе. И она как будто бы, знаете, вот билет, дорогу в жизнь ему подарила, да, то есть с помощью общения вот с этой вот женской фигурой у него открылись ему новые какие-то возможности, бизнес стал лучше, знакомства новые появились, его дела пошли в гору. И он действительно вот ее за это ценит за то, что она ему помогла, очень хорошо помогла. А что в намерениях? Давайте посмотрим к ней и к вам. Сначала к вам намерение. К вам намерение. Хитрит, наблюдает за вами, прощупывает почву, но старается держаться на расстоянии. Вы знаете, к сожалению, он вот тот факт, что перспектив с вами как-то не видит, он считает причиной для того, что вот, ну, все равно, что все разрушится. Что стараться? Вот зачем стараться? Здесь даже вот это временное расстояние, расставание, он рассматривает как возможность пожить отдельно, пожить легко. Давай мы с тобой расстанемся, давай мы с тобой возьмем паузу и посмотрим, как нам будет друг без друга. Если вдруг прям совсем все плохо, то мы возобновим. Всегда можно понять, что мы хотим двигаться дальше, всегда можно попробовать дать отношениям второй шанс, но такое чувство, что он прям вот в ваших отношениях предвидит разлуку. Но, повторюсь, огромный плюс в том, что он видит и возможность выйти из этой паузы, из этой разлуки, то есть все потом возобновить. А что в намерениях в отношении нее, соперницы вашей? Любовные отношения. Вы знаете, ну здесь тайную связь планируют как-то вот с ней поддерживать. Причем эта тайная связь, она может быть на почве рабочей деятельности, финансовой деятельности, каких-то вот новых возможностей. Серьезных отношений с ней не рассматривает. Вот именно вот такая вот романтика, которая подкреплена чем-то таким полезным. И все это в тот момент, когда у вас пауза, у вас с ним пауза, расставание временное. Очень интересный, конечно, товарищ. А что в перспективе? Что в перспективе у вас с ним? Еще более неожиданный поворот. Любовь. Но здесь опять куча непониманий.
куча непониманий и невозможность, неспособность действительно что-то выстроить. А не получается выстроить, потому что, во-первых, каждый из вас на себе в большей степени сосредоточен. Вот он считает, что я, а вы считаете, что я. И с арены, вот пока я не вижу, чтобы ушла тайная женщина, вот эта вот ваша соперница. Давайте посмотрим, что у них, сейчас понятнее будет. Что на перспективу у них. Нет, у них ограничения. И в тот момент, когда они ограничены в возможностях общаться, здесь у вас, вот знаете, вот у вас по очереди, да, поочередно он планирует прекратить общение с вами, сделать паузу и уйти в общение с ней, но в общение тайного характера. Тем не менее, ситуация сложится таким образом, что вместо того, чтобы погрузиться в общение с ней, здесь будут некие сложности, трудности. И эти трудности могут исходить как раз-таки из того, что она здесь холодна. Она не оправдывает его надежд. Она вот была такой волшебной, такой феей, которая открыла ему дороги, которая дала ему там волшебную палочку, научила зарабатывать деньги, а тут вдруг она сменила милость на гнев обратно, да, стала такой снежной королевой, и он не получил того, чего хочет, да, ни о какой романтике, ни о каком таком продуктивном сотрудничестве здесь речи-то быть не может, потому что барышня-то его вон в воздухе переобулась. Какой переобулась? Она вообще тапки потеряла, да, и разочаровала его полностью. И он, в то время как она его отфутболивает, он вернулся к вам, желая действительно возобновить, выстроить отношения, но ввиду того, что ее влияние все равно здесь какое-то вот наблюдается, он как будто не отпускает ее из головы. И нет у вас какого-то такого, знаете, вот прям супер погружения друг в друга, и у вас есть к нему чувство, и у него есть к вам чувство, но нет вот этого коннекта. И в результате того, что нет коннекта, соответственно, все может быть не так позитивно, как хотелось бы. Очень нужен разговор. И в результате вот этого серьезного разговора, когда вы расставите все точки над «и», разложите все по полочкам, вам действительно можно будет двигаться вместе. Но уже в формате серьезных отношений. Не каких-то таких непонятных, а вот именно буквально даже в формате семьи, когда человек готов взять ответственность, когда человек готов возложить на свои плечи какие-то обязательства, возвести вас в ранг императрицы, посвятить вам свою жизнь, да, привести вас к материнству. И на самом деле здесь есть от чего отталкиваться. Здесь есть моменты, благодаря которым вы можете друг другу доверять. Но опять же, и в случае этого конструктивного диалога вы можете опять не договориться, потому что он хочет одного, вы хотите другого. То, что вы предлагаете ему, не хочет он. То, что он предлагает вам, не хотите вы. И поэтому здесь все стоит на месте, и поэтому здесь и разбитые сердца, и борьба, и меренье майками, и здесь даже другой мужчина у вас может все это время быть где-то на горизонте, может все это время присутствовать, а может в дальнейшем появиться, да, и составить ему серьезную конкуренцию. Поэтому, собственно, и история-то ваша, она непроста. Здесь, скорее всего, не только соперница у вас, а еще и соперник у него. Поэтому здесь, конечно же, дремучий лес. Если расставите приоритеты, придете к какому-то общему знаменателю, можно идти дальше, но что-то это как-то вот маловероятно. Все сводится к тому, что вы смотрите на ситуацию, и вы, и он смотрите на все происходящее сквозь розовые очки. Видите так, как видите вы, и нет возможности услышать позицию партнера. Поэтому здесь вот третий вариант, вот такой получается, я бы сказала, запутанный, такой вот непростой, сложный. Тем не менее, вот такой он у нас получился. Вот такие троечки у нас вышли. Что ж, я благодарю всех за просмотр. Я буду благодарна всем за обратную связь. Пожалуйста, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, у кого как отыгрываются общие расклады. До встречи с вами в новых видео.